Лего давно перестала быть обычной компанией, выпускающей детские конструкторы. Ныне это сотни новых наборов ежегодно. Это кино, видеоигры и парки развлечений. Но самое важное — это предмет бескорыстной любви огромного количества людей. И вы будете сильно удивлены, когда узнаете, как много среди них взрослых. Знакомьтесь, это Дмитрий, и он коллекционирует Лего с 1987 года. А в 2018 он открыл в Москве свой собственный музей, посвященный этому конструктору. Будучи ребенком, мы с отцом любили гулять по центру Москвы. И в очередной раз, прогуливаясь, я увидел, знакомый логотип, красный квадратик. Это было между первой и второй линией ГУМа. На первом этаже огромная такая витрина с какой-то экспозицией. Ну, конечно, невозможно было мимо пройти, там куча детей. И вот так вот я узнал, что это. Я сильно увлекся этим конструктором. Мой папа меня очень в этом увлечении поддерживал. Я строил какие-то свои модели, не по инструкциям, а именно вот интернета еще не было, негде было подсмотреть это все. Поэтому канал «Дважды два» показывал мультики, а я пытался строить из Лего то, что я видел в этих мультиках. Мысль открыть музей пришла в тот момент, когда я понял, что дома, во-первых, закончилось место для той коллекции, которая уже была собрана на тот момент. Ну, а во-вторых, хотелось эту коллекцию показывать. Плох тот коллекционер, который не хочет ей похвастаться. На данный момент коллекция музея состоит из более чем 1000 наборов, выпущенные за последние 20 лет точно. Хотя вот мы сейчас уже копаем в прошлое, привозим наборы, которые уже 30-летней давности, там конец 80-х, начало 90-х годов, чтобы мои ровесники, придя в музей, тоже могли окунуться в мир своего детства. К слову сказать, в музее представлены серии, которые старше большинства посетителей музея. И я нередко слышу вопросы детей к своим родителям: а что это за серия, я вообще такой никогда не видел. Без ложной скромности можно сказать, что жемчужиной нашего музея является центральная экспозиция. Это город, который построен полностью из деталей Лего. Общая площадь города превышает 20 квадратных метров. Это полноценный город с дорогами, с озеленением, с парками, с аттракционами, со своей рекой, со своей набережной. Витрины — это, наверное, ключевой момент музея. И я начал об этом думать еще до того, как нашел помещение. Наверное, перелопатил весь российский рынок торгового оборудования. Не поленился, ездил на многие производства, смотрел, как делаются эти витрины, какие нюансы. Основное требование у меня было такое к витринам, чтобы просматривался горизонт. То есть они не должны быть как шкафы, они должны быть полностью прозрачные, полностью из стекла, должны быть стенки. При этом должно быть хорошее освещение каждой полки, и оно должно быть не навязчивое. То есть оно не должно быть слишком яркое, не должно быть слишком тусклое, и желательно, чтобы оно вообще не акцентировало на себе внимание. Акцентировать на себе внимание должен экспонат. Полки на сегодняшний день насыщены так, что мы туда просто не можем даже поставить элементарно таблички хотя бы с артикулами и названиями наборов. Уже у меня в голове есть новый план, музей версия 2.0.
Уже я знаю, какие в нем будут витрины, уже я знаю, как в нем что расположить, поэтому мы уже продумываем план расширения, который, наверное, в ближайшее время постараемся анонсировать. Ведь для многих людей, в том числе и для тех, кто сюда приходит как сопровождающие детей, вот, взрослые, родители, для них это просто пластик. Просто кусочки разноцветного пластика, за которым ничего не стоит, скажем так. Нет никакой идеи, просто развлечение ребенка. И вот я задумывался достаточно долгое время, размышлял, а почему меня это так привлекает? Что конкретно меня в этом так привлекает, что я такое значительное количество времени тратил и трачу на это хобби. В какой-то момент я пришел к такому выводу, что больше всего вот в этом хобби меня восхищает сама идея, на которой основана принцип любого, наверное, конструктора, в частности, Лего. Это вот такой вот самый обычный кубик, который сам по себе, действительно, кусочек пластика и особо ничего из себя не представляет. Но если к нему добавить немного своей фантазии, немного упорства и терпения, то вот несколько таких кубиков образуют то, что мы увидели на главной витрине. Вот такой город можно построить. Это, наверное, центральная идея, которая меня восхищает вот в этом конструкторе. Почему я трачу так много времени на него. Возможность создавать, практически не ограничиваясь какими бы то ни было рамками.